Я приветствую всех на моем канале, и в этом видео мы с вами свяжем вот такой простой жилет. Я вам желаю приятного просмотра. Для жилета я использую пряжу от фирмы Rellana Merino Big. Длина пряжи 50 грамм, 85 метров. Крючок номер 5. Для жилета я высчитала, сколько нужно примерно пряжи по размерам. На 34 мне понадобилось 350 грамм пряжи. Высота жилета 56 сантиметров, ширина 46, высота здесь сбоку 30 сантиметров. Для размера 34 нужно набрать 114 петель плюс 4 петли, плюс 2 и плюс 2. Для других размеров я тоже рассчитала петли. Раппорт узора должен делиться на 3, то есть 114 делим на 3 плюс 4. Мы набираем петли для размера XS. Я набираю 114 плюс 4 петли, 118 петель. Начинаем вязание. Набираем воздушные петли. Крючок завожу под нить, проворачиваю крючок, держу вот здесь внизу нить и провязываю первую воздушную петлю и набираем воздушные петли. Я покажу вязание на маленьком кусочке, то есть узор я не буду показывать полностью на большом полотне. Набираем петельки. Набрали мы петли. Теперь в четвертую воздушную петлю я завожу крючок и провязываю первый столбик с накидом. И в следующую петельку я провязываю также один столбик с накидом. И первый ряд мы будем провязывать полностью столбики с накидом. То есть вяжем до конца ряда столбик с накидом. Первый ряд мы провязали. Проверьте, достаточно ли у вас столбиков. То есть вот количество первую мы не считаем, петлю по 3 столбика и так считаем до конца ряда. Последние 3 столбика и плюс вот этот последний столбик. То есть количество должно быть кратное 3. Плюс 2 крайних столбика. А теперь мы вяжем с вами второй ряд. 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. И вяжу вот здесь вот во второй столбик. Вяжу первый столбик с накидом. И так же, как и первый ряд, мы вяжем столбики с накидом. Вяжем до конца ряда столбики с накидом. В конце ряда я провязала вот здесь столбик, и между последними петельками я провязываю еще один столбик. И теперь мы начинаем вязать узор. 4 воздушные петли, поворачиваю вязание, и теперь мы будем с вами вязать столбики с 2 накидом. Делаем 2 накида, первый, второй, завожу крючок вот сюда, захватываю нить, первые 2 провязываю, вторые 2. Теперь делаю опять 2 накида, завожу крючок,
первые 2 провязываю, вторые 2 провязываю. И еще раз 2 накида, в следующую петлю завожу крючок, провязываю первые 2 петли, вторые. И теперь у меня 4 петли на крючке и все провязываю. И теперь провязываю 2 воздушные петли. И этот элемент мы с вами повторяем, то есть мы вяжем столбики с общей вершиной, 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами, 2 петли остаются. Второй столбик с 2 накидами, 3 петли остаются. И третий столбик с 2 накидами, 4 петли остаются. Все провязываем и провязываю 2 воздушные петельки. И так повторяем, в каждую следующую петельку вяжем по одному столбику. И повторяем этот элемент из 3 столбиков с 2 накидами, вот так вот с общей вершиной. 2 воздушные петли. И так вяжем до конца ряда. Теперь я в конце ряда 3 столбика я провязала. Я провязываю 1 воздушную петлю. И в конце ряда между вот этими 2 петельками я провязываю столбик с 2 накидами. Завожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Так вот выглядит. И теперь мы с вами вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И вяжу вот здесь вот, где воздушная петля, столбик с накидом. Там, где у нас вот эти 3 столбика, вот здесь в вершину я завожу крючок и провязываю 1 столбик с накидом. Там, где у нас воздушные петельки, я провязываю 2 столбика с накидом. Итак, мы повторяем, то есть вот здесь вот, где столбики, 1 столбик с накидом, и между столбиками 2 столбика с накидом. И опять повторяем, 1 столбик с накидом, и между столбиками тоже 2 столбика с накидом. Таким образом повторяем до конца ряда. Вот здесь 1 столбик по 1 столбику и между столбиками по 2, как я уже говорила. В конце ряда я провязала 2 столбика, 1 столбик. И теперь вот здесь вот в конце я завожу крючок и провязываю 2 столбика с накидом. Это раппорт нашего узора. И теперь мы повторяем. Можно вместо 4 петель провязать 5 петель, чтобы не совсем сильно стягивалось. И попробую с 5 воздушных петель. И теперь провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик, 2 петли остаются, второй столбик и третий столбик с 2 накидами. 4 петельки, все 4 петли я провязываю вместе, 2 воздушные петли. И теперь мы повторяем 3 столбика с 2 накидами. Четыре петельки на крючке провязываем и 2 воздушные петли. И так вяжем до конца ряда. Я провязала до конца ряда. И теперь в конце я провязываю
одну воздушную петлю. И вот здесь между последними петельками я провязываю один столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли. И теперь вяжем ряд со столбиками. Вот здесь первый столбик с накидом. Вот в этот элемент я вяжу один столбик с накидом. И между столбиками 2 столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда я вот здесь вот один столбик провязала. И в конце вяжу один столбик с накидом. 2 столбика с накидом. В начале ряда вот здесь я всегда провязываю один столбик, а в конце ряда я провязываю 2 столбика с накидом. Так вот выглядит. И теперь мы повторяем опять же узор. Вяжем 5 воздушных петель. И вяжу опять по 3 столбика. И повторяем узор. И таким образом мы вяжем нашу нижнюю часть жилетки, то есть перед и спинку мы провязываем одним полотном. То есть вот таким образом мы потом просто складываем, и у нас получается перед и практически спинка одним полотном мы провязываем. Я нижнюю часть связала. В общем, у меня получилось 7 таких раппортов узора. То есть в общем мне получается 30 сантиметров. Теперь мы делаем следующим образом. Мы нижнюю часть полностью провязали. Теперь нам нужно разделить эту часть на 3 части. На спинку и на обе полочки впереди, перед. Я уже частично спинку связала. То есть я разделила на 3 части. Петли можете посчитать. Между передом и спинкой можно или нужно оставить несколько петель. У меня, например, 2 петли, можно оставить 3-4 петли. Просто разделите на 3 части и посмотрите, сколько у вас, как вам будет удобнее. 2-3 петли, смотря какой размер. Еще чем больше размер, тем больше нужно вырез оставить. На маленький размер, 34 у меня, например, достаточно 2-3 петли. С другой стороны, вот я уже тоже оставила, тоже вырез. Также у меня получается 2 столбика. Как я уже сказала, для маленького размера этого будет достаточно. Для больших побольше. И теперь мы с вами будем вязать впереди вырез. И плечи я тоже всегда вывязываю скос. Мне со скосом больше нравится. Можно, конечно, связать и прямо, но мне прямо прямые плечи мне не нравятся. Вот, мы с вами начинаем вязать перед. Я начинаю вязание с той стороны, где у нас впереди будет вырез. Беру ниточку, завожу крючок здесь вот с краю. Вот здесь завожу крючок, протягиваю нить и провязываю 4 воздушные петли. Теперь я пропускаю один столбик с накидом. И во второй столбик завожу крючок
И провязываю этот, пропуская, вот сюда вот завожу крючок и провязываю первый столбик с 2 накидами. То есть мы продолжаем узор. Я провязала 2 столбика и теперь провязываю 3 петельки вместе. 2 воздушные петли. И теперь дальше продолжаю вязание по узору. Теперь я провязываю 3 столбика с 2 накидами. То есть первый элемент я провязала 4 воздушные и 2 столбика. А теперь мы вяжем по узору 3 столбика и вяжем так до конца ряда. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 элементов. И в конце ряда я провязываю 2 воздушные петли. И провязываю вот здесь первый столбик с 2 накидом. Второй столбик и оба столбика провязываю. 1 воздушная петля. И в последний столбик я провязываю столбик с 2 накидами. То есть в конце ряда я провязала тоже 2 столбика, воздушная и последний столбик с 2 накидами. Следующий ряд 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и вяжу вот здесь, где воздушная петля, вяжу 1 столбик с накидом. Вот здесь, где столбики, я вяжу 1 столбик. И дальше по узору мы вяжем точно так же между столбиками 2 столбика с накидом. И здесь 1 столбик. И так вяжем до конца ряда. Теперь я в конце ряда, вот здесь между столбиками у меня 2 столбика, сюда я вяжу 1 столбик с накидом, и в конце между петлями я провязываю 1 столбик с накидом. И теперь мы вяжем следующий ряд. 4 воздушные петли, поворачиваю вязание. Теперь я опять пропускаю 1 столбик с накидом, и в следующий столбик я вяжу столбики с 2 накидами. То есть вот этот пропускаю 1, и вот сюда в следующий провязываю первый, второй и третий столбик с накидом. 1 я пропустила столбик. Вот здесь и 3 столбика провязала. Все остальное вяжем по узору, 2 воздушные петли и продолжаю дальше вязание. Теперь я в конце ряда 3 столбика я провязала, вот эти вот 2 воздушные петли. И вот здесь последнюю я провязываю 1 столбик с накидом. И между петельками вот здесь еще 1 столбик с 2 накидами. То есть в конце ряда 2 столбика с 2 накидами. 3 воздушные петли. И теперь мы вяжем с вами следующий ряд со столбиками. И теперь вот здесь вот во второй столбик я провязываю столбик с накидом. И здесь вот по узору мы вяжем 2 столбика
с одним накидом, здесь один столбик с одним накидом. И так вяжем все дальше по рисунку. И так вяжем до конца ряда. Теперь в конце ряда, это сторона, где у нас вырез, я вяжу вот здесь вершину, один столбик. И в конце ряда между петельками тоже один столбик с накидом. И теперь вяжем следующий ряд. Это все еще у нас вырез получается с этой стороны. Поворачиваю. И теперь мы вяжем, в принципе, то же самое. Один столбик я пропускаю и вяжу здесь первый столбик с двумя накидами. И все остальное опять вяжу по рисунку. Все провязываю, 2 воздушные петли. И таким образом мы вяжем дальше вырез, то есть вот здесь мы в начале ряда пропускаем один столбик и провязываем дальше узор. И таким образом мы вяжем следующие ряды. И с другой стороны, где у нас вот здесь, мы вяжем прямо. Еще раз покажу. Здесь мы вяжем все по рисунку дальше. И в конце ряда 3 столбика я связала, 1 воздушная. И вяжу в конце ряда 1 столбик с 2 накидами. То есть у меня здесь один раз получается 2 столбика в конце. 1 столбик, здесь 2 столбика в конце. Здесь у меня теперь 3 столбика. С этой стороны мы не убавляем петли. И так как мы со стороны выреза всегда по-другому начинается, нам нужно с левой стороны всегда это вязать так, чтобы у нас было одинаковое количество столбиков, чтобы у нас не было убавления. То есть нужно смотреть, как идет узор, и по визору подстраиваться. Итак, вяжем следующие ряды. Я, в общем, провязала 6 раппортов узора. И вот это, там, где плечо у нас, это у нас 7-й раппорт начинается. И мы здесь будем провязывать скос. И здесь вот в предпоследней у меня 6 элементов получается. Потом я провязала ряд столбиков с одним накидом, и потом провязываем с вами последний ряд. Его можно и прямо связать, но, как я уже говорила, я всегда делаю скос. То есть 6 мы раппортов связали, и теперь мы вяжем с вами 7-й раппорт. Здесь у нас 6 элементов. И теперь начинаем провязывать с вами скос для плеча. Я начинаю вязание с 4 воздушных петель. Поворачиваю. У меня здесь вот с этой стороны, справа, это у меня здесь вырез. То есть мы вот здесь с шеи будем провязывать вниз. И теперь я провязываю по узору сначала 3 столбика с 2 накидом. Одну петельку, так же как и до сих пор, мы пропускаем 1 столбик.
Вот этот пропускаем, вот сюда я провязываю 3 столбика с накидом, с 2 накидами. Две воздушные петли. И теперь я вяжу второй элемент, такой же, с 2 накидами. То есть провязываю 3 столбика с 2 накидами по узору. Все 4 провязываю вместе, 2 воздушные петли. Теперь я провязываю в следующую петлю 1 столбик с 2 накидами. Провязываю первые 2 петельки, вторые 2 петельки. И теперь я вяжу обычный столбик с 1 накидом. Накид, завожу крючок, первые 2 провязываю и еще 1 столбик с обычным, с 1 накидом, первые 2 петельки провязываю. А теперь у меня опять 4 петельки, и я все 4 провязываю вместе. То есть мы провязали вторые 2 обычных столбика, 2 воздушные петли. Теперь в следующие 3 петельки я провязываю обычные с 1 накидом 3 столбика. Первый столбик, накид, первые 2 провязываем, второй столбик и третий столбик с 1 накидом. 4 петельки, все 4 петельки провязываю, 2 воздушные петли. И теперь в следующую петельку я провязываю столбик, полустолбик, то есть накид, и все 3 петельки провязываю. Теперь в следующую петельку я провязываю столбик без накида, еще 1 столбик без накида. И теперь можно соединительные петельки провязать в конце, пару штук. И таким вот образом я связала плечо. У кого побольше размер, можно вот эти 2 элемента повторить 1 или 2 раза и потом скос дальше, как я показывала. Просто смотрите по своему узору, как лучше всего связать. И точно так же мы будем провязывать плечи и на спинке. С одной стороны я уже провязала. Спинку мы вяжем просто по прямой. Как я уже говорила, вот здесь между передом и спинкой я пару петель оставила, пропустила. И спинку вязала просто рядами дальше. И последний ряд я провязываю такой же скос, как и впереди. То есть точно так же вяжем столбики с 2 накидами. Потом мы провязали обычные столбики, полустолбики и так далее. Точно так же. И у нас последний ряд также будет и вырез для нашей спинки. И теперь мы с вами провяжем вместе. Вот здесь я поставила маркер, где у меня будет начинаться плечо. Беру нить, провязываю 4 воздушные петли. Здесь вот с этой стороны я уже провязала. Начинаю с 3 столбиков
вяжу первый столбик с 2 накидами в следующую петлю и второй столбик с 2 накидами. Если в другую сторону вяжете, то у вас может закончиться с обычным столбиком. Здесь у меня воздушные петли заменяют один столбик. Через все 3 провязываю 2 воздушные петли и теперь вяжу следующий элемент также из 3 столбиков, как мы с вами уже по рисунку вязали. Два элемента мы с вами провязали, 2 воздушные петли. Теперь я вяжу точно так же третий элемент. Все 4 провязываю. Сейчас я посмотрю коротко. И теперь мы с вами продолжаем. Провязываем третий элемент, то есть 2 воздушные петли. Теперь я вяжу столбик с одним накидом, что я немножко перепуталась, без разницы, в принципе, как вязать. Можно теперь 2 столбика обычных провязать, все 4 вместе провязываю, 2 воздушные. Теперь я вяжу один элемент из обычных столбиков, 3 обычных столбика, 4 петельки, все 4 протягиваем. И теперь я провязываю столбик без накида, столбик без накида, 1, 2 и в конце можно провязать соединительную петлю. Вот так выглядит. Сейчас посмотрим, как выглядит перед. И теперь мы можем с тем же самым, с той же самой ниточкой провязать, вместе сшить плечи, или сшить иглой, или крючком, как вам больше нравится. Я обычно провязываю, связываю вместе соединительными петлями. Вот так завожу крючок и протягиваю петельку вот эту вот в другую сторону. Я завожу крючок всегда вот под эти вот... Сейчас я посмотрю, секунду, как лучше. Еще раз протяну. Вот здесь я 2 петельки захватываю, и с другой стороны тоже вот эти 2 петельки можно захватить. Первая не очень удобно провязывается. И так вот протягиваем. И теперь захватываю вот по 2 петелечки. Можно брать одну, можно внутренние провязать. Таким образом, соединительными петельками я
связываю, сшиваю практически обе детали. Можно прошить просто иголкой, если вам крючком неудобно. Я прошила. Таким вот образом выглядит с лицевой стороны. С обоих сторон прошиваем, и потом мы с вами будем обвязывать рукава и вырез. Теперь начинаем обвязку. То есть вот здесь внизу я начинаю обвязывать полностью весь вырез впереди, сзади, и возвращаюсь потом внизу вот здесь. И потом еще обвяжем рукава. То есть мы начинаем вот здесь с краешку, заводим вот здесь вот внизу крючок. В самом низу вот здесь завожу. Берем нить, протягиваю и вяжу воздушную петельку. И здесь вяжу столбик без накида. И теперь провязываю одну воздушную. У нас вот здесь вот эти вот ряды. Вот в такой ряд я завожу крючок и провязываю еще одну столбик без накида, одна воздушная петля. Вот этот большой ряд, у нас здесь маленькие ряды, вот здесь широкие ряды. И теперь в широкий ряд я провязываю один столбик без накида, одна воздушная петля. И сюда же в этот же ряд я провязываю еще один столбик без накида. Воздушная петля. И в маленький ряд я провязываю один столбик без накида, одна воздушная петля. И в большой ряд я провязываю в широкие два столбика без накида, между столбиками одна воздушная петля. И таким образом я вяжу дальше. Одна воздушная, столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Теперь у нас узкий ряд, сюда я провязываю один столбик без накида. И так вяжем, продолжаем вязание. Сзади, где у нас вырез, у нас здесь обычные петельки. То есть здесь я вяжу в каждую петельку практически по петле. Столбик без накида, воздушное одно пропускаю, столбик без накида, воздушное одно пропускаю и так далее. То есть по узору вяжем. Между столбиками я пропускаю одну петельку. И теперь я в конце практически ряда, я в конце провязываю один столбик у меня без накида я провязала, и я провяжу еще в конце еще один столбик без накида. И теперь вяжем второй ряд. Я вяжу столбик в одну воздушную петлю, поворачиваю вязание. Так как у нас здесь два столбика без накида, я провязываю два столбика без накида. И теперь я вяжу все по рисунку. Одна воздушная петля, и в столбик без накида я провязываю столбик без накида. Одна воздушная петля, столбик без накида, одна воздушная петля, столбик без накида. И таким образом мы можем провязать столько рядов, сколько необходимо. Можно, конечно, провязать полностью только столбики без накида, но мне такая обвязка не очень нравится. Мне так больше нравится с воздушными петельками между. То есть таким образом провязываем дальше.
Я оставила 2 ряда, широкий ряд я пробовала, мне не очень понравилось, поэтому 2 ряда, в принципе, достаточно. Теперь я немножко хотела еще кое-что здесь сделать. Можно провязывать, можно оставить так, как есть. Я провязываю соединительную петлю. И там, где вот воздушные петельки, я провязываю соединительные петельки. У нас будет такой вот декоративная такая провязка между петельками, где у нас воздушная петля, я провязываю вот такие соединительные петельки. Сильно не затягивайте, чтобы все это не стянулось, то есть петельки вытягивайте подлиннее. И вот так вот таким образом можно провязать, но не... Если вам понравится, можете сделать, если не нравится, можете... Вот так вот выглядит. Можете оставить, можете провязать так. Таким образом выглядит. Вот так еще раз выглядит мой край. И рукава я здесь обвяжу одним рядом. Можно тоже провязать больше или меньше рядов, как вам больше понравится. Маркеры я убираю, потому что они мне сейчас больше не нужны. И точно так же, как мы обвязывали с вами вырез, мы будем обвязывать и здесь. Здесь я вот внизу, посередине, внизу рукава, посередине я завожу крючок. Протягиваю нить, провязываю воздушную петельку и в эту же петельку провязываю столбик без накида. Сюда же провязываю столбик без накида. Одна воздушная петля. И так как я вам уже показывала, вот в длинный ряд я провязываю 2 столбика без накида. Между столбиками 1 воздушная петля. Там, где столбик, 1 столбик без накида. Если у вас будет все это стягиваться, можно, естественно, и побольше столбиков без накида провязать. Пробуйте, как у вас получится. И таким образом я также обвязываю. Ну, теперь я довязала до конца. У меня здесь воздушная петля. И вот здесь завожу в первый столбик крючок. Протягиваю нить. И соединительной петлей соединяю. И можно также провязать второй ряд, если вам хочется. Или же мы провязываем такую же декоративную обвязку, как я вам уже показывала. Вот между петельками такие соединительные петли можно провязать. Там, где воздушная петля, провязываем вот таким образом. Можно и не делать. Теперь я вам покажу, как я свои ниточки убираю. Вот там, где у меня остаются. Саму нить можно разделить на 2 части. Вот так вот разделяем. Теперь где-нибудь заводим крючок, протягиваю одну нить. Вот так протягиваю. И теперь можно завязать узелок. И теперь мы убираем эту нить. Вот так вот можно ее спрятать. Таким образом заводим крючок. И обе эти ниточки
протягиваем. Так вот пару раз можно протянуть. И теперь можно отрезать. И таким образом можно убирать все ниточки. И в принципе мы теперь с вами полностью все связали. Вам я желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.